Череповец, 2004-2007 годы. Обычный промышленный город, где криминал был привычным и понятным. Воровали, дрались, выясняли отношения, все это знали, к этому относились как к фону. Опасные места были известны, опасное время тоже. Криминал здесь, как правило, ныкался по углам и старался не привлекать лишнего внимания. Но в середине нулевых что-то изменилось. Появилась серия преступлений, которая не вписывалась ни в одну из привычных схем. Убийство без мотива, без свидетелей, без следов. Страх перестал быть абстрактным и дневным, он стал ночным, полуночным, выходящим на пустыри и лесополосы. Люди начали менять маршруты, возвращаться раньше, звонить близким по дороге домой. Город не сразу понял, что происходит, но очень быстро почувствовал, прежние правила больше не работают. У страха не было имени, и до сих пор нет. Его называли просто «человек с мутным взглядом». Ни фамилии, ни адреса, ни точного лица. С 1992 по 2011 год он совершил предположительно 14 убийств. Некоторые считают, что больше. 3 из них на территории заброшенной стройки на улице Данилова. Отсюда и прозвище. Считается, что первое убийство маньяк совершил еще в 1992 году. Тогда случайные прохожие обнаружили тело женщины в подъезде дома на улице Победы. После этого неизвестному, видимо, понравилось убивать, и он продолжил. Через год еще одно тело было обнаружено на улице Беляева. Потом по неизвестной причине убийца залег на дно. Целых 6 лет о нем ничего не было слышно. А затем последовала целая серия преступлений. С 1999 по 2003 год он лишил жизни 6 девушек, а до того изнасиловал их. Анализы ДНК совпадали, из чего был сделан вывод, что действует одинокий маньяк, а не группа лиц, как предполагалось ранее. За преступления даниловского маньяка в эти годы было осуждено несколько человек. Все они отказывались признавать свою вину и все равно отправились в места лишения свободы. Преступник действовал однотипно, убивал только женщин, используя для этого удавку. Милиции было проверено 14 тысяч человек, но это ничего не дало. В 2004 году маньяк продолжил свои нападения. 17-летняя Марина пошла к родителям жениха, служившего в армии. Молодой человек через нее передавал письма своим родителям. Время было послеобеденное, по улице вовсю ходили прохожие, и девушка без особой боязни свернула на пустырь на улице Данилова. Войти в него вошла, а выйти ей было уже не суждено. Видимо, именно там поджидал очередную жертву маньяк. Попытка срезать дорогу закончилась ужасной трагедией. На полгода в Череповце повисло затишье. Тело Марины не было обнаружено и никто не говорил о маньяке, спокойно расхаживающем по улицам. Поэтому девушки безбоязненно ходили по пустынным малолюдным местам. Так 6 месяцев спустя 19-летняя студентка Ирина пошла через Питинский пустырь и тоже пропала. Тело ее нашли на том же пустыре. Девушка была изнасилована и задушена. 22-летняя Татьяна в сентябре 2004 возвращалась с дискотеки, но ей не суждено было в этот вечер дойти до дома. Маньяк затащил ее за училище искусств, изнасиловал и задушил. Еще через 3 месяца нашли тело 17-летней Татьяны, одну из жертв маньяк утащил прямо на глазах ее друзей. В июле 2005 года Светлана шла на пляж вместе с сестрой и другом. Компания была дружная, планировали отдохнуть у реки уже давно. Шли в дневное время по оживленной дороге. В какой-то момент Светлана остановилась поправить босоножку. Ребята, ушедшие чуть вперед, неожиданно услышали крик девушки. Они обернулись и увидели, что неизвестный мужчина, схватив Светлану за горло, тащит ее в кусты. Ребята оторопели, а потом начали кричать. Они бросились на помощь, но было поздно. Светлана лежала в кустах с перерезанным горлом и в разорванной одежде. Милиция ухватилась за молодежь в надежде получить подробный портрет убийцы, но напрасно. Лица нападавшего они не успели разглядеть. В 2007 пропала Наталья, она шла навстречу родителям по берегу Шексны, но не дошла каких-то 15 метров. Ее также нашли задушенной и изнасилованной. Примерно в то же время маньяка видели и возле заброшенного здания РОВД. Там некий мужчина в очках,
попадавший под раннее описание, рисовал картинки обнаженных женщин в неприличных позах. Все, кто описывал маньяка, сходились в одном: у него был странный мутный взгляд. Последнее нападение было совершено в 2011 году, после чего маньяк затих. Либо переехал в другой город, либо сел в тюрьму за другое преступление. Предполагали, что он также был в Череповце, просто в командировке. За информацию о местонахождении убийцы предлагали сумму в 500 тысяч, потом в миллион, но найти его так и не смогли. На столах у следователей до сих пор лежит его дело. В головах горожан закрепилась привычка ускорять шаг. А у этой истории нет финала, только пустое место там, где он должен был быть.